Всем привет на канале Александр М. Брест. Сегодня у нас необычный ролик, который я начну с вопроса. Ребят, все уже привыкли вот к этому фону, да? Я тоже, если что. Я уже к нему прикипел, я, на работу почти как домой хожу. Вот. Но пришло время что-то поменять. Если честно, уже давно назрел у меня вопрос о смене локации съемок, потому что здесь немножко тесновато. Некоторое время назад я начал готовить для вот этого канала новую съемочную студию, о которой вы могли узнать из сторисов, к примеру, в Инсте. Я показывал процесс подготовки помещения. И вот сегодня как раз тот день, когда выйдет первый ролик из той студии. Давайте телепортанемся, что ли? А вот, собственно говоря, и она. Довольно-таки просторная, но пока что пустая. Если не считать вот этого всего инструмента, который нам сегодня понадобится. Используя все вот это богатство и купленный на днях металл, мы с вами изготовим верстак, на котором впоследствии будут производиться ремонты инструмента, ну и, конечно же, обзоры. Весь применяемый сегодня инструмент предоставили два интернет-магазина ZitBuy и всеинструменты.ру. Все полезные ссылки в описании. Сваривать верстак буду полуавтоматом фирмы Hammer, модель MiG-250. Кстати, с синергетикой. Пользоваться буду 0,8 проволокой и газом СО2. Значит, давайте для начала подготовим сварку к работе. Подключим рукав с евроразъемом 3-метровый в жесткой оплетке. Так как я буду варить проволокой с углекислотой, подключаем рукав к плюсовой клемме. Затем подключаем массу к минусовой. Все на быстросъемах. Почему так много разъемов, спросите вы? Все просто. Это гибридная сварка, которая может варить проволокой, то бишь МИГ, которая может варить обычным электродом, то бишь ММА, и которая при наличии специального рукава может варить как ТИГ, то бишь не плавящимися вольфрамовыми электродами в газовой среде типа аргона. Ладно, чуть-чуть подробнее о сварке расскажу позже, когда мы будем приступать к сварочным работам. А сейчас давайте заправим бухточку. Открыв боковую крышку, видим большой и крепкий протяжник. Давайте проверим, какой стороной установлен подающий ролик. Был установлен единичкой. Нам нужна 0,8. Целимся, ставим нужной стороной. Ну и, естественно, зажимаем. Ну и все, можно приступать непосредственно к установке бобины. Снимаем крепежные элементы. Откусываем изогнутый некрасивый кусок проволоки. Кидаем бобинку внутрь. И закручиваем. Теперь наша задача вот этот кончик завести в протяжник. Достаточно. Устанавливаем зажим и закрываем крышку. Ну что, проволока практически заправлена. Включаем сие чудо в розетку, включаем сам аппарат и нажимаем на рукав. Ждем, пока вылезет. Ну вот и все. Осталось лишь подключить углекислоту. Значит, я сзади полуавтомата намутил небольшой шланжик для быстросъемов. То же самое повторил и с редуктором, чтобы не мучиться с намертво прикрученными шлангами. Давайте устанавливать редуктор. Зажимаем без фанатизма. Сварочный аппарат к работе подготовил и отставил в сторонку. Теперь необходимо подготовить заготовки, из которых будет свариваться верстак. В этом мне поможет пила монтажная АЕГ СМТ-355. Точно, совсем забыл. Я ж в нормальной одежде. Не помешает переодеться. Так-то лучше? Пишите в комментариях оценку моему прикиду от 1 до 10. Как по мне, 11. Кроссы заслуживают отдельного внимания. Ну да ладно, отвлеклись. Берем квадратную трубу 40 на 40,
размечаем в нужный размер и зарезаем под 45 градусов. Кстати, благодаря вот этой перекидной рукоятке менять угол пиления – одно удовольствие. Совсем забыл сказать, в видео я применял цельную 6-метровую трубу, и для того, чтобы получить максимально точный угол, ложил под заготовку подкладки по всей ее длине. Высота этих подкладок точно совпадала с высотой платформы. Не забываем защитить глаза. Уши нам тоже еще пригодятся. Ну что, пришло время пилить под прямым углом. Выставил прямой угол и начинаем пилить. Кстати, кому интересно, на данную пилу на канале есть обзорчик, довольно-таки подробный. Ссылка будет в описании. Ну что, заготовок напилили, теперь берем в руки ушемку и убираем все заусенцы. С этой непростой задачей нам поможет справиться аккумуляторная болгарка AEG BEWS 18125BL. В данной ушемке 11 тысяч оборотов, что меня, допустим, сильно радует. Быстро съемный кожух, естественно, имеется блокировка вала. Ну да и вообще, как бы, это не обзор. Давайте вешать диск и, наконец-то, зачищать. А пока я ставлю диск, пожалуй, немножко про нее расскажу. Болгарка оснащена бесщеточным двигателем. И, что меня лично, опять же, немножко порадовало, у нее есть съемные защиты от пыли. И на гайке, что не помешало бы взять на вооружение другим производителям, имеются грани под ключ. Тема. Кстати, пишите в комментариях свои предположения. Насколько долго сможет болгарка работать на одном заряде 5-амперного аккумулятора? Заготовки нарезаны, можно приступать к свариванию. Но перед этим необходимо настроить аппарат. Взглянем на переднюю панель аппарата. Здесь имеется кнопка переключения режима работы. Значит, перечислю режимы. Есть ММА, она же дуговая сварка, лифтик. Есть сварка проволокой медненной в среде СО2. Есть сварка проволокой с использованием микса газов. И есть сварка флюкс проволоками 0,8 и единичкой. Я буду варить в режиме CO2 0,8. Помимо этого имеется регулятор напряжения и регулятор силы тока. Настраиваем аппарат, затем настраиваем подачу газа. Чуть-чуть поигрался и настроил сварочный аппарат. И, пожалуй, приступлю к свариванию столешницы. Для упрощения задачи буду использовать разные сварочные магниты, в том числе и отключаемые. Удобная тема. Ну что, приступаем. Выложим прямой угол. Готово. Можно ставить прихватки. Цепляем массу. Защищаем сопло от окалин с помощью спрея. И погнали. Ту же операцию повторяем со вторым комплектом заготовок. Эти углы на прихваточке поставили. Теперь давайте
соберем всю конструкцию до кучи, используя остальные магниты. И возьмем сизорулетку. Промеряем диагональ. 134, 134 и 1. Допустимо. Ставим прихватки. Убрал магниты и меряю диагональ еще раз. Отлично. Она не поменялась. Для того, чтобы металл не повело, буду проваривать все постепенно. И, кстати, масса что-то какая-то маловатая. Вот приходится изгаляться. Кстати, возможно, многих из вас заинтересовало, какую маску хамелеон я использую. Фирма Hammer, модель LY800H. В ней имеются 3 регулировочки: чувствительность, степень затемнения и задержка. И, что немаловажно, в ней сменный элемент питания. Обратите внимание, в ней довольно-таки большое стекло для обзора и 4 датчика. Короче, мне масочка понравилась. Так, ладно, что-то рано я отвлекся. Провариваем полностью все. Ну и все. Столешка, в принципе, готова. Надо бы ее зачистить. Но перед этим уберу отсюда сварку, чтобы на нее не летели разные искры и окалины. Зачищать буду камушком. Не забываем перевернуть гайку. И не забываем использовать сиз. Готово. Сварочные швы зачищены. Можно приваривать ножки. Берем ножку, выставляем красивый прямой угол, пользуясь сварочными магнитами, и ставим все это дело на прихватки. Поставил ножку на прихватки и повторно проверяю угол. Ну все, теперь полная проварка. Все остальные ножки делаем по аналогии. Периодически необходимо чистить сопло от окалин и повторно защищать его спреем. Господи, блин, понаваривает какой-то фиг. Мы пишем уже. Так, сварочные работы сделали. Берем болгарочку и зачищаем сварочные швы. Кстати, забыл сказать, 5-амперник уже первый разрядился. Я уже на втором работаю. И во втором уже одно деление ушло. И, ребят, если зачищаете, убирайте магниты, потому что на них потом стружка. Блин. Готово. Теперь сделаю обвязку из той же трубы 40 на 40. Буду использовать магию монтажа. Вот примерно такую. А теперь возьму гаечки и болты М20 и из них сделаю регулируемые опоры для верстачка. Малярка, если что, предотвращает попадание окалин на резьбу. Поэтому, обязательно пользуйтесь. Аналогично привариваем еще 3. К каждой ножке приварил по гайке. Беру еще одну идентичную, накручиваю на болт, и вкручиваю сам болт в ножку. Вторая гайка, если что, нужна для того, чтобы контрить болт, который будет служить упором.
Ну что ж, дорогие товарищи, работы по металлу практически закончились. Осталось покрасить нашу прекрасную, крепкую и устойчивую конструкцию. Сделаю это с помощью магии монтажа. Вот такая красотища получилась. Осталось положить на верстак столешку. И нет, не пугайтесь, это всего лишь временное. Так, чем бы ее распилить? Пилой AEG KS662, которая появится передо мной прямо сейчас. О, сработало. Вчера с лямом баксов такой фокус не прокатил. Ну да ладно. Значит, эта пила может пропиливать материал в глубину 63 мм. Ну а если хотите узнать о ней больше, то по ссылке в описании есть подробнейший обзор. Вот. Ну что, беремся за измерительный инструмент. Разметил место будущего пропила. Проверил, нет ли снизу железяк. И пилим. Вот что мне всегда в этих айгэшках нравилось, что в них длинный 4-метровый, провод. Без использования удлинителя. Розетка у меня там. Спокойно пилю в другом конце комнаты. Тема. Теперь переверну столешку и прикручу два брусочка с двух сторон. Они будут упираться в нашу металлоконструкцию, и, соответственно, столешка будет зафиксирована, она не будет ездить. Взял весь необходимый инструмент и для начала размечу, где должны находиться бруски. Все, можно брать аккумулятор с болгарки, вставлять в шуруповерт, который работает на таком же, ну и, естественно, закручивать. Если вдруг кому интересно, это BSB-18C2BL, бесщеточный 18-вольтовый двухскоростной шуруповерт с ударом и 13-мм патроном. Ладно, брусок я взял маленький, хлипенький, тоненький, поэтому, чтобы его не расколоть при закручивании шурупа, пожалуй, предварительно просверлю. Возьму сверлышко троечку. Значит, берем битки, в нашем случае PH 2, берем шурупики и шурупим. Патрончик с трещоточкой. Готово. Переворачиваем и примеряем. Плотничком. Верстак практически готов. Осталось решить вопрос с постоянной столешкой. Повторюсь, если вы знаете какой-нибудь хорошо подходящий для этого материал, то обязательно пишите о нем в комментариях. Я все прочту, и, возможно, ваш совет поможет мне с выбором материала. В следующем ролике, если вам этот зайдет, я покажу изготовление других штук, тоже с применением сварочного оборудования и других инструментов. Поэтому, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк и пишите об этом. И вообще, кстати, планирую с этой мастерской, с этой студией, выпускать ролики не только по тематике инструмента, но и немножко не по формату. Если вы за, то опять же пишите в комментах. Ну а на этом, пожалуй, хватит. Кто-нибудь прикройте объектив. Хватит уже. Спасибо. Возьму вот такие большие и красивые гаечки и поприварю их примерно вот сюда.